Привет всем! В этом видео я расскажу про электромагнитные клапана прямого действия. Вот я несколько образцов взял, чтобы вам показать. Отличаются они по подключению, по диаметру резьбы. Вот сейчас у меня в руках это 1/2 резьба. Потом бывает 3/4 дюйм, дюйм с четвертью, 2 дюйма. То есть они увеличатся в размере и увеличится диаметр резьбы. В зависимости от диаметра трубопровода, к которому вы будете подключать, вы уже подбираете диаметр резьбы. Также они отличаются по питанию. Вот у меня в руках клапан на 12 вольт. Также есть на 24 катушки и на 220. Вот на 220 катушка и катушка на 24 вольта. То есть в зависимости от того, какое у вас питание будет. Также они бывают разновидности: нормально закрытые и нормально открытые. Вот этот клапан нормально закрытый, то есть когда питание не подается, вода, жидкость, он не только для воды предназначен, можно использовать для газов, для воздуха, то есть какие-то вязкие жидкости. Он закрыт. При подаче питания он будет открываться. Вот сейчас я подам на него питание. С блока питания, вот 12 вольт у меня. Подаем питание. Клапан открылся. Открыт. Питание убираем. Клапан закрывается. Потребляет много. Если, например, взять клапаны, которые мембранного типа, там пилотные, они потребляют меньше электроэнергии. Вот этот сейчас потребляет 12 вольт, 4,6 ампера ток течет. То есть катушка довольно мощная. Но зато эти клапана могут работать без давления. То есть когда клапан открыт, вода может самотеком протекать. То есть здесь не нужно давлением воды поднимать мембрану. Здесь мембрана поднята, и вода протекает свободно, то есть нулевое давление. Рабочее давление здесь от 0 до 10 атмосфер можно использовать. Давление в трубопроводе, и при любом из этих давлений будет работать нормально. Сейчас мы разберем, посмотрим, что там внутри. Вот этот клапан у нас нормально открыт. Он постоянно открыт, когда вы подаете на него питание, он закрывается. Также по напряжению отличаются они. 220 есть, на 12 и на 24 вольта. И давайте разберем один. Вот этот, я думаю, можно разобрать, посмотреть, как в нем устроена система. Он состоит из двух частей. Разборной, вот стянуто болтиками под шестигранник. Сейчас мы открутим и посмотрим, как он устроен внутри. Катушку я не снимаю, попробуем подключить питание, посмотрим, как движется плунжер внутри. Я думаю, он достаточно мощный, катушка большая. Так, винтики открутили. Вот так он выглядит внутри. Вот у нас стрелочкой показано направление потока. То есть вот поток у нас заходит сюда. И он подается не с одной части, вот со стороны входа, а здесь есть полость, где он разливается по кругу, потому что вот эта вот мембрана, она поднимается не сильно, тут несколько миллиметров она поднимается, может 3-4, но чтобы не ограничивать поток, он по кругу затекает в получившееся вот отверстие, когда поднято. Здесь у нас мембрана. Вот так вот выглядит. То есть она закреплена, вот эта крышка, сам клапан, который перекрывает поток, с плунжером на пружинке вот так соединена. У нас, когда электромагнит тянет плунжер вверх, поднимает, то у нас освобождается мембрана с пластинкой и открывает проход. А эта пружинка нужна для того, чтобы закрывать. Когда у нас питание не подается, пружинка давит вот сюда и прижимает вот этой поверхности, и клапан закрывается вот с помощью пружинки. А внутри у нас вот просто полость идет. Сюда у нас вода тоже попадает, поэтому здесь все выполнено из нержавеющей стали, потому что вот у нас отверстие есть, чтобы оно выравнивало давление. То есть у нас вода находится с двух сторон. И сейчас я подключу питание, покажу, как двигается вот этот шток. Вот он сейчас ослаблен в свободном положении. И при подаче питания он должен будет втянуться. Вот. Втягивает внутрь. Питание убираем, он выдвигается.
при подаче втягивается. И также я хотел замерить, сколько потребляет клапан на 220 вольт. Этот у нас 4,6 ампера ток получается при 12 вольтах. Это довольно много. И сейчас мы включим вот через ваттметр. Я подаю питание. И сейчас ваттметр покажет вот 11,3 ватта получается потребление. То есть, чтобы вы могли посчитать, если продолжительное время будет открыт клапан, то сколько он будет потреблять электроэнергии. Потому что, например, если при кратковременной работе это будет несущественно, но если вам нужно будет, чтобы он открыт там был почти постоянно, то может намотать немалую сумму. Если вы будете еще использовать несколько штук, то может быть будет рациональнее использовать шаровый кран с электроприводом. Он, конечно, будет дольше закрываться. Этот закрывается мгновенно. То есть питание убирается, мгновенно закрывается. Но в некоторых случаях, то есть можно поставить шаровый кран, и он не будет постоянно потреблять электроэнергию. Вот так работают данные модельки шаровых кранов с электроприводом. Ссылочки на эти модельки я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.